Приветствую всех на моем канале. Это вторая часть по вязанию летнего платья сарафана Бель. В первой части мы связали квадраты. Сейчас мы продолжим вязание и будем соединять мотивы и двигаться дальше. Давайте еще раз немного посмотрим на это нежнейшее платье сарафан. Подписывайтесь те, кто еще по какой-то причине на меня не подписан. Ставьте лайки, пишите комментарии. И что ж, давайте приступать. И вот я провязала необходимое количество квадратов, которые мне необходимо на мой объем груди. И также я связала маленькие квадраты. Маленькие квадраты я уже показывать не буду, как их вязать. Это в принципе то же самое, вот как мы вязали большой квадрат. В большом квадрате мы вязали вот первый ряд, провязали столбики, потом мы провязывали вот второй ряд. Вот эти вот пышные столбики, шишечки наши, и третий ряд мы вязали. То есть получается в маленьком квадрате у нас всего первый и второй ряд, вот первый и второй, и дальше идет обвязка. А в третий ряд это у нас уже в большом квадрате, он у нас стоит 1, 2, 3 из 3 рядов вот пышных столбиков, и далее идет обвязка. То есть этот большой квадрат я вязала на основе вот этого маленького. Схема. Это вот маленький квадрат, то есть тут ничего сложного нету. Просто мы не провязываем третий ряд, а сразу начинаем вязать вот этот крайний ряд из 3 столбиков с накидом, то есть вот как мы видим на этой схеме. Поэтому тут ничего сложного нету, я думаю, маленькие квадраты также легко можно связать. И что теперь мы будем делать? Мы теперь будем соединять мотивы, то есть вот так вот это будет у меня выглядеть. Сейчас я на манекене покажу, как это у нас будет располагаться, чтобы было более понятно. И вот так у нас это должно быть выглядеть. То есть здесь мы пускаем по груди, и у нас пойдут большие квадраты. Маленькие квадраты это у нас будут лямочки, которые пойдут на плечи. Я думаю, суть понятна, что большие квадраты мы будут у нас проходить по груди, а маленькие квадраты мы пустим по линии плеч через спинку и на задние квадраты. Итак, как мы будем соединять эти мотивы? Берем пряжу, неважно какой это будет оттенок, потому что с лицевой стороны мы видим, что у нас незаметно. В принципе, вы можете соединять любым удобным вам способом. Я покажу просто, как я буду соединять. И если кто-то не знает, как соединять, то вы можете вместе со мной это делать. Итак, вот мы берем 2 мотива и будем начинать. Вот у нас мы провязывали в уголках 3 воздушные петельки. Будем начинать со второй, со срединной петельки соединять. То есть берем 2 мотива лицевой стороной к себе и складываем их лицевая к лицевой. То есть вот у меня изнаночная, тут вот хвостики у меня торчат, я в хвостики все спрятала. Берем, то есть изнанка наружу, лицевые внутрь, и складываем их вместе, чтобы у нас была вот так вот петелька к петельке. Теперь берем ниточку и вводим во вторую петлю. Вот у нас первая, вторая петля. Я ввожу во вторую петлю на одном мотиве и во вторую петлю на втором мотиве, подхватываю рабочую ниточку и протягиваю через 2 петли. Вот таким образом протянула. И ниточку вытянули, и здесь можно ее сразу закрепить, узелок завязать, чтобы у нас она не выскочила. Далее вводим в следующую петлю. И вот смотрите, у нас петля состоит из 2 стеночек. Вот которая ближе к нам это передняя стенка, которая дальше от нас это задняя стенка. Вот будем вязать у одного мотива за заднюю стенку, у другого мотива за переднюю стенку. То есть вот мы смотрим на одном мотиве, одна стенка ближе к нам, одна дальше. Здесь мы будем дальнюю стенку брать. На втором мотиве вот находим точно так же. У нас одна стенка ближе к нам, а другая дальше. На втором мотиве, который дальше от нас, мы будем брать
ближнюю стенку. То есть мы теперь вводим на одном мотиве в заднюю стенку, на следующем мотиве за переднюю стенку. Вот эти стеночки берем. Ввели крючок и протягиваем рабочую нить, соединительную петельку. Опять следующую петлю подхватили за заднюю стенку, следующий мотив за переднюю. Подхватили, протянули петельку. Опять ввели крючок сюда. Ввели крючок в переднюю стенку, ввели крючок в заднюю стеночку. Подхватили нить рабочую и протянули. Опять за одну стенку, за вторую стенку. Подхватили рабочую нить, протянули. За одну стенку, за другую стенку. Вот так вот. Протянули. И вот так мы петельку в петельку мы провязываем и соединяем мотивы. Вот таким образом будет получаться. Вот так вот. Вот такое соединение. Итак, мы соединяем таким образом вот все мотивы. И что сейчас хочу сказать. То, что когда мы соединим все мотивы, они у нас должны хорошо одеваться и сниматься у нас. Платье должно хорошо, и ничего впритык слишком туго не должно быть. Итак, что нам делать, если, например, вот вы провязали свои мотивы, примеряете, и вам очень туго? Не перевязывать нам же все мотивы. Что можно сделать? Допустим, вот как видите, у меня будет 8 мотивов. У меня получается 3 наперед, 3 назад и по одному мотиву вот сбоку. Сейчас я распущу, чтобы потом довяжу, чтобы вам показать. И по одному мотиву у меня сбоку будет. И как сделать нам, чтобы у нас все хорошо, вот так вот у меня будет. И это по бокам. У меня 3 спереди, 3 сзади и 2 по бокам, под мышками проходят. Что можно сделать, если вы, например, связали и у вас оказывается слишком туго? Мы можем взять и сделать таким образом. Именно там, где у нас сбоку проходит, вот под мышками. Берите справа, либо слева, можно и справа, и слева. И что нам делать, чтобы увеличить ширину, допустим, под мышками? Вы можете взять справа и слева и добавить несколько рядов. Каким образом? Мы берем пряжу, например, вам не хватает буквально там 4 сантиметра. Значит, разделим их равномерно справа и слева по боковым швам. Берем 2 мотива, которые вот у вас вот это будут со спины наперед переходить, то есть боковые, которые под мышками будут проходить. И мы берем один мотив, по одному мотиву провязываем ряд столбиков без накида, и по второму мотиву провязываем ряд столбиков без накида. И соединяем их. Таким образом мы дополнительно только сбоку, не по всему квадрату, а сбоку. Таким образом мы добавим дополнительные сантиметры. То есть подсоединяем ниточку вот во вторую петельку, чтобы у нас ровный квадрат получился. Подсоединяем рабочую нить и провязываем 3 воздушные петли. Это будет первый столбик, и далее мы вяжем столбики с одним накидом. Вот смотрите, вот я провязала ряд столбиков с одним накидом. Вот, допустим, это у меня будет под мышкой где-то, ровно тем, кому не хватит несколько сантиметров. То есть я провязала столбики с одним накидом, это у меня будет с одной стороны, допустим, подмышки, и вот так будет на бок ложиться. И на втором квадрате я также провяжу с этой стороны ряд столбиков с одним накидом и соединю их. Это даст дополнительные сантиметры. И так сделайте: справа
по боковому шву и слева по боковому шву. При примерке вы для себя определите. Это может быть только с одной стороны. Прибавку вы сделаете аккуратно, незаметно, допустим, справа либо слева. Либо с обеих сторон по боковым швам добавите несколько сантиметров. То есть вот так вот можно сделать прибавку, если вдруг вы примерили и вам оказалось несколько туго. Ну а если вы примерили и вам оказалось несколько широко, то тут, к сожалению, нет никаких вариантов убавок, если только перевязать квадраты на меньший размер, либо распустить по одному ряду в каждом мотиве и тогда делать примерку. Итак, я вам показала, как сделать прибавку в сантиметрах, если вам слишком туго, как соединить мотивы. И сейчас мы соединяем с вами все большие мотивы по кругу. Соединяем и примеряем на себя, чтобы у нас хорошо это соединялось. Далее мы будем переходить на лямочки, то есть на соединение маленьких мотивов. В принципе, вот у меня, допустим, маленькие мотивы, у меня получается 4 мотива на одну лямочку. То есть вот будет у меня вот так вот это проходить. Вот таким вот образом. То есть вот большой мотив, 2 мотива на переднюю часть и 2 мотива на заднюю часть у меня будут ложиться. Эти маленькие мотивы мы между собой, маленькие мотивы, точно так же соединяем, как мы соединяли большие, а уже подсоединять к большому мотиву мы уже с вами вернемся. Я когда все соединю, я вернусь и покажу вам, как мы будем маленькие мотивы подсоединять к большим. И вот что у меня получилось. Я соединила все мотивы, спрятала кончики. И вот так вот у меня это выглядит. Это у нас полоска, которая будет ложиться на грудь. Также я соединила маленькие квадраты, и это будет лямочка. Но прежде чем нам пришивать эту лямочку, привязывать, мы должны будем обвязать край 1 и 2 сверху и снизу нашей вот этой поперечной такой полосочки, которая у нас на грудь ложится. И мы будем присоединять нить. Можете выбирать любой цвет к серединке. То есть вот у меня белый, это ровно серединка. А это у меня по бокам. То есть вот серединку с одного бока я нахожу, чтобы у меня шовчик был сбоку. Ввожу крючок, подсоединяю рабочую нить. И я буду делать обвязку обычными столбиками без накида. Сейчас завяжу узелок и начну провязывать. Обвязываем, примерьте обязательно на себя. И, допустим, если вы примерили и чуть свободновато, столбиками без накида можно чуть-чуть потуже вязать и сделать чуть-чуть, чтобы было поплотнее. Вводим крючок и провязываем вот в каждый столбик. В каждый столбик мы провязываем столбик без накида. Одну воздушную петельку на подъем и вяжем столбики без накида в каждый столбик предыдущего ряда. Если кто-то хочет, чтобы чуть потуже было, провязывайте потуже, чтобы это у вас поплотнее было. Провязываем вот так в каждый столбик. И вот где мы подошли к соединению мотивов, мы можем сделать, если, допустим, у кого-то свободно, можно здесь провязать вот таким образом. Ввели крючок, протянули рабочую нить в серединку и вот в эту петельку, вот сюда. Вот. Получается 1, 2, 3 петельки на крючке, мы провязываем их вместе. То есть мы провязали из вот 3 шагов, провязали 1 петлю. И далее мы провязываем уже дальше опять же столбики без накида. Таким образом мы вот немножечко поплотнее здесь провязали. Кому поплотнее не надо, то провязывайте, как обычно, столбик в столбик. Поэтому сейчас мы должны обвязать
сверху и снизу наши квадраты. И только после этого мы будем присоединять нашу вот эту лямочку. Лямочку тоже, прежде чем мы ее будем присоединять, мы также должны будем ее обвязать столбиками без накида по всей длине вокруг. То есть если здесь мы вот эти большие квадраты мы просто по кругу обвязываем, то маленькие квадраты лямочки мы провяжем вот так полностью по всему периметру. В каждый столбик провязываем столбики без накида. Поэтому давайте сейчас мы обвяжем. Я также провяжу, соединю квадраты еще на одну лямочку. И к вам уже вернусь, когда у меня будет провязаны 2 лямочки и большие квадраты. И мы тогда начнем соединять. И вот что у нас получается. Вот я уже присоединила лямочку одну. То есть я обвязала лямочку, обвязала верхнюю часть, вот нижнюю я пока не обвязывала, я вам расскажу почему. Итак, мы когда обвязали, вот у меня вторая лямочка, мы примеряем на себя, примерили на себя и маркерами отметьте, где у вас будет начинаться передняя лямочка и где будет начинаться задняя лямочка. То есть только при примерке на себя, примерив, прикрепив маркеры, мы начинаем привязывать вот эти вот лямочки. Итак, я прикладываю лямку, вот у меня вот так вот это будет получаться, то есть на самый край уголка, вот как здесь, вот тут я присоединяла, я уже ниточки спрятала. Я прикладываю, присоединяю. Так, и вот я присоединила, приложила и беру рабочую нить и начинаю присоединять. Петелька к петельке нахожу уголок, вот он уголок. Ввожу ниточку, подхватываю 2 вот под 3 воздушные петельки, вот они угловые, под 3 воздушные петельки маленькой нашей лямочки, маленькие квадраты, подхватываю рабочую нить, протягиваю, завязываю узелок и я буду обвязывать обычными столбиками без накида. Подхватываю рабочую нить, воздушную петельку и начинаю столбик в столбик провязывать. Столбики без накида. И последний столбик вот в 2 воздушные петельки провязала и ниточку обрезаю. Ниточку обрезаю, и у нас вот так с изнаночной стороны смотрится и с лицевой стороны вот таким вот образом. Ниточки сразу мы все прячем аккуратно, заправляем и хвостики обрезаем. И точно так же мы привязываем, это я спереди, с передней части привязала ниточку, точно так же мы присоединяем ниточку сзади на спинке. Поэтому мы должны с вами присоединить, привязать 2 лямочки и примерить на себя, чтобы у нас была хорошая посадка, чтобы лямочки были одинаково пришиты, и правая, и левая лямка. Поэтому мы с вами делаем это, привязываем и прячем ниточки. После того, когда мы привяжем лямочки наши, сейчас я это тоже довяжу, у меня получится таким вот образом, у нас получается с вами вот такой вот топик из мотивов. Мы должны будем спрятать все нитки. И что мы должны будем делать? Мы должны будем обвязать нижнюю часть.
Назовем эту верхнюю часть топ. Мы должны обвязать будем нижнюю часть стопа. Когда мы начнем обвязывать столбиками без накида, точно так же, вот как мы обвязывали верхнюю часть, просчитайте количество петель и запишите на листочек, сколько петель у вас получилось. Так как дальше мы будем переходить на вязание нижней части, и нижняя часть у нас будет вязаться другим узором с раппортом, то нам нужно обвязать и посчитать петли. Поэтому давайте мы сейчас привяжем лямочки, обвяжем нижнюю часть, посчитаем и запишем количество петель. И вот что у меня получилось. Это у меня передняя часть, как вы помните, с белым квадратом. Лямочки я присоединила, все примерила на себя. Обязательно примеряем на себя. Я провязала ряд столбиков без накида. Вот последний ряд, ниточка у меня осталась. Я посчитала петли, и у меня получилось 193 петли. Я для себя записала. По последнему ряду у меня 193 петли. Далее мы будем переходить на вязание вот такого узора. И сразу что я хочу сказать. Я буду вязать свое платье длиной примерно до колена, чуть выше. То есть у меня будет такое мини-платье. Я буду дальше продолжать вязать из пряжи Анна 16. Это 100 грамм, 530 метров, мерсеризированный хлопок. И теперь, когда мы посмотрим на наш узор, мы посмотрим, что здесь у нас раппорт, это 6 петель. И мы смотрим, когда мы примеряем на себя, определяйте ширину, измерьте ширину вот по последнему ряду, измерьте свой обхват груди, измерьте свой обхват бедер. То есть у нас платье это будет идти в стиле бэби-долл, то есть оно будет у нас расширяться от груди, и такой расклешенный летний вариант это будет. Поэтому мы должны сделать измерение по последнему ряду и прикинуть, какой ширины вы хотите по конечному варианту. То есть определитесь с шириной вашего платья, потому что ширину мы начнем вязать уже сразу вот от последнего ряда. Мы будем добавлять петли. При добавке, соответственно, мы будем делать так, чтобы петли наши были кратны нашему узору. Поэтому обязательно вот на этом этапе нам нужно определиться с шириной. Измерьте последний ряд наш, вот этот, и сколько у вас сантиметров. Допустим, здесь у вас 80 сантиметров получилось по этому ряду, а вы хотите ширину, допустим, 140 сантиметров, чтобы у вас в конечном итоге расклешенность платья была на 140 сантиметров. Что мы должны измерить в сантиметрах по последнему ряду, определить, какая вам необходима ширина. Я сейчас буду подсоединять вот эту ниточку, то есть я обрезаю нить. Итак, вот я подсоединила ниточку. Теперь, так как у меня пряжа тоньше, я буду использовать крючок 1,75. Я подсоединяю, подхватываю рабочую нить, и далее я буду провязывать опять столбики без накида. В столбики без накида предыдущего ряда. Я провяжу этой пряжей буквально 1-2 ряда. Так как у нас пряжа до этого была толще, а сейчас мы вяжем пряжи потоньше, то нам нужно провязать несколько рядов, чтобы увидеть плотность этой пряжи, и потом, чтобы в дальнейшем мы могли просчитать, сколько у нас сантиметров, допустим, в 10 петлях, чтобы потом подвести нам под необходимое количество петель и необходимые сантиметры, которые нам нужно получить. Поэтому сейчас мы должны провязать буквально 2-3 ряда по кругу этой пряжей. Еще раз мы просчитываем петли. И когда мы провяжем буквально 2-3 ряда, вот мы тогда будем с вами делать измерения. Я сейчас провяжу вот этот ряд столбиками без накида. Следующий ряд можно провязать столбиками с одним накидом, то есть сделать небольшое такое чередование, чтобы понять и определить плотность этой пряжи. То есть буквально 2-3 ряда вы можете провязать один ряд столбики без накида, второй ряд столбики с накидом и третий ряд столбики без накида. И после этого мы с вами сделаем измерение, подведем под кратность петель по последнему ряду. Вот сейчас, смотрите, я провяжу ряд столбиков
без накида. Далее провяжу ряд столбиков с накидом. Мы сделаем измерение. И в следующем, в третьем ряду, в ряде столбиков без накида, мы уже будем подводить петли под кратность узора и под необходимые сантиметры, которые вы для себя определили, какой ширины вы хотите получить свой сарафан. Поэтому давайте сейчас мы вот провяжем эти ряды, эти петли и будем делать измерения. И вот я провязала столбики без накида и ряд столбиков с накидом. Далее я взяла 10 петель. И у меня получается в 10 петлях я измерила, и у меня получилось в 10 петлях у меня 3,5 сантиметра. Вы должны точно так же сделать измерение. И далее мы будем с вами просчитывать. Допустим, вам нужно получить 140 сантиметров по последнему ряду, чтобы у вас было 140 сантиметров ширина вашей нижней части платья. Итак, мы считаем, что 10 петель у вас получилось свое количество сантиметров. Вам нужно получить 140 сантиметров. И мы считаем, мы 10 умножаем на 140 и делим на 3,5. У вас свои тут цифры будут. И я смотрю, что мне нужно 400 петель получить. А раппорт у меня узора кратен 6 петлям. И я считаю, я 400 делю на 6. У меня получается нечетное. Я округляю в большую сторону. 67 умножаю на 6. 6 это кратность раппорта. У меня получается 402 петли. То есть мне нужно 402 петли. И вот когда я посчитала, сколько петель мне необходимо, далее следующий ряд можно 1-2 ряда далее довязать, в 2 ряда можно петли добавлять. Я должна добавить эти петли. То есть я знаю, что у меня сейчас по последнему ряду 193 петли, а мне нужно добавить 402 петли. Для добавления петель, чтобы было удобнее считать, можно использовать счетчик ряда. То есть когда вы добавляете петли, вы считаете, сколько петель вы добавили. И как мы будем добавлять петли? Мы будем добавлять петли в одну петлю провязывать 2 петли. То есть я провязываю сейчас одну петельку на подъем и начинаю вязать столбики без накида. Добавлять будем столбиками без накида. Вот я провязываю, и теперь мне нужно добавить одну петельку. Я ввожу крючок в эту петлю, провязываю один столбик, и в эту же петлю я добавляю еще один столбик. Тем самым в одну петлю я провязала 2 столбика, то есть я добавила 1 столбик. Далее опять я провязываю столбики без накида, и в следующий столбик, допустим, я опять добавляю еще один столбик, провязывая в одну петлю 2 столбика. То есть вот таким вот образом мы делаем добавку необходимого количества петель. Может так получиться, что, ну вот, например, как у меня, что мне нужно 402 петли. А у меня сейчас по последнему ряду 193. То есть мне нужно, получается, чуть ли не в каждую петлю провязывать по 2 петли. И то у меня не получится прийти к конечному количеству петель, которое мне необходимо. Поэтому я буду делать прибавку петель в 2 ряда. То есть я считаю, что мне нужно 402 петли, а по последнему ряду у меня 193. Мне нужно добавить 209 петель. Я их буду добавлять 2 ряда, поэтому я разделю на 2. И у меня получается, что в одном ряде, в первый ряд я добавлю 104 петли, а во второй ряд я добавлю 105 петель. И теперь я буду видеть, что сейчас я начну провязывать ряд столбиков без накида, я буду добавлять 104 петли, в этом мне поможет счетчик ряда, я буду добавлять петельки, и мне будет удобнее считать и распределять петли равномерно по всему кругу. Следующий ряд я начну провязывать, в следующем ряде я добавлю еще 105 петель. Сейчас мы с вами просчитываем петли, добавляем и начинаем вязать узор. Я покажу сейчас, когда я добавлю петли, я покажу вам вязание основного узора. Делаем сейчас, подводим петли под кратность равную 6 петель.
И вот я провязала несколько рядов, добавила необходимое количество петель, которые мне нужны на расширение. И вот я, как вы видите, я провязала столбики без накида, потом провязала просто столбики с одним накидом, добавила еще в 2 рядах петли, и вот этот ряд я провязала столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. И обвязала последний ряд столбиками без накида. Вот так у меня получилось. И вот такое вот расширение, вы видите, что волнистое на прибавку петель у меня в конечном итоге получилось. И теперь мы будем переходить на вязание основного узора. Здесь у нас, как я уже говорила, раппорт равен 6 петель, и раппортный шаг у нас всего 2 ряда. Узор очень легкий, вяжется очень легко, поэтому сейчас мы приступим к вязанию. Начинать вязание мы будем с 3 воздушных петель подъема. Мы провяжем 3 воздушных петли подъема, пропустим 2 петли основания и в 3-ю петлю провяжем столбик с накидом, 3 воздушные петли, столбик с накидом. Далее опять будем пропускать 2 петли основания и в 3-ю провяжем 3 столбика с накидом с общим основанием. Итак, я провязываю 1, 2, 3, 3 воздушные петли на подъем. Далее делаю накид на крючок, пропускаю 1-ю, 2-ю петлю и в 3-ю петлю провязываю столбик с одним накидом. Далее 3 воздушные петли, накид на крючок и в эту же петлю провязываю столбик с одним накидом. Опять делаю накид на крючок, пропускаю 1, 2-ю петлю и в 3-ю петлю провязываю 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и сюда же 3. Вот наш раппорт. Опять делаю накид на крючок, пропускаю 1, 2-ю петлю и в 3-ю петлю провязываю столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 3 воздушные петли, накид на крючок и сюда же столбик с одним накидом. Накид на крючок, пропускаем 1, 2 и в 3-ю петлю провязываю 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. 1, 2 пропускаю, в 3-ю вяжу. Раз, 2, в 3-ю петлю провязываю 3 столбика с общим основанием. Вот таким образом мы провязываем ряд до конца и подходим к 3 воздушным петелькам. В 3-ю воздушную петлю мы соединим, закончим ряд и перейдем вязать следующий ряд. Следующий ряд, вы как видите, он у нас вяжется практически так же, как первый, только у нас чередование пойдет столбиков. Поэтому давайте довязываем ряд до конца и начнем вязать второй ряд. Я подхожу к концу ряда, провязала 3 столбика, 2 столбика, между ними 3 воздушные петельки. И вот мы видим, в начале ряда мы вязали раппорт 2 столбика, 3 воздушные петли и 3 столбика. То есть у нас раппорт должен полностью заканчиваться. Так как я провязала в конце, вот у меня 2 столбика, 3 воздушные петли, то последний у меня должен быть вот эта часть раппорта. Поэтому если вы правильно подсчитали петли, у вас ряд должен заканчиваться вот именно таким образом. Далее я делаю накид на крючок, и вот откуда мы вязали 3 воздушные петли, в эту петлю провязываем 1 столбик с накидом, в эту же петлю провязываем 2 столбик с накидом, и в 3-ю воздушную петельку вот сюда вводим крючок, подхватываем рабочую нить и соединительной петлей соединяем. И таким образом у нас весь раппорт, весь ряд совпал, раппорт полностью провязан. Далее мы переходим на вязание второго ряда.
И мы видим, он у нас также начинается с 3 воздушных петель подъема. Провязываем 3 воздушные петельки на подъем, 1, 2, 3. Делаем накид на крючок, и мы смотрим, что где мы вязали вот эту часть раппорта, вот где у нас вот эта галочка и 3 воздушные петли, сюда мы провязываем 3 столбика с одним накидом. А где мы провязывали 3 столбика с накидом, в срединный столбик провязываем 2 столбика, между ними 3 воздушные петли. То есть узор очень простой, и он у нас повторяется. Делаем накид на крючок, и сюда провязываем 3 столбика с одним накидом. Первый, второй и третий. Накид на крючок вот сюда, в эти 3 столбика, вот в срединный столбик сюда провязываем первый столбик, 3 воздушные петли, и сюда же второй столбик. Вот. Опять накид на крючок, сюда вяжем 3 столбика с одним накидом. Первый, второй и третий. И вот в серединку вяжем 2 столбика, между ними 3 воздушные петли. Первый столбик, 3 воздушные петли, и сюда же вяжем второй столбик. И повторяем. И вот так у нас получается наш узор. Таким вот образом он у нас будет выглядеть. То есть мы сейчас провязываем ряд до конца и также соединяем в 3 воздушные петли. То есть здесь у нас ряд должен будет закончиться вот этим вот столбиком. То есть мы вот сюда провяжем столбик с накидом и 3 воздушные петельки на закрытие ряда. И мы повторяем столько рядов, сколько нам необходимо. Я сейчас провяжу ряд до конца, покажу, как мы будем закрывать ряд, и далее мы уже будем вязать необходимую нам длину платья. Я подошла к концу ряда, провязала 3 столбика с одним накидом вот в эту часть, и теперь я должна провязать, чтобы у меня совпал раппорт, вот эту часть раппорта. Поэтому я делаю накид на крючок, вот ввожу крючок туда, где я вязала 3 воздушные петли, в эту петельку, провязываю столбик с одним накидом, 3 воздушные петли и соединяю в 3-ю воздушную петельку подъема. Вот таким образом. Все, у меня раппорт сложился. И вот таким образом я провязываю ряд за рядом. То есть следующий ряд я опять начинаю с 3 воздушных петель подъема. Я провязываю 3 воздушные петли на подъем, накид на крючок, и в серединку провязываю опять 2 столбика с накидом, 3 воздушные петли и в эту же петлю столбик с накидом. То есть 2 столбика с одним накидом, между ними 3 воздушные петельки. И повторяю все то же самое, что мы вязали. Провязываем необходимую длину, какая вам необходима. И далее я к вам вернусь, когда я провяжу свою длину и покажу, как дальше я буду провязывать наше платье.